Тема сегодняшнего нашего разговора – это как эмоционально дистанцироваться. Бывают ситуации, когда что-то случается, эмоции нас переполняют, и первая мысль, которая приходит: я не хочу ничего об этом знать, я хочу от этого быть вдали, я хочу отсоединиться от тех эмоций, которые эта ситуация вызывает. Но не у каждого это получается. К сожалению, это правда, что некоторым этому нужно учиться. Но этот вопрос возникает особенно часто у тех, кто лично, у кого личные границы не выстроены. То есть отсутствует понятие собственных границ. А что такое границы? Границы – это и безопасность. То есть нам легко как выйти за эти границы, поскольку их не существует, так и в наши границы пустить что-то или кого-то, поскольку снова-таки этого пункта безопасности не существует. И очень часто так бывает, что жизнь многих людей как раз и вращается вокруг проблем других людей, их ситуаций, их переживаний. Мы можем думать, что мы помогаем, тогда как на самом деле мы только причиняем страдания самому себе, тем, что в данный момент нам бы очень хотелось помочь, но, к сожалению, реально принести пользу и реально изменить ситуацию мы физически не способны. И нам очень сложно принять этот факт беспомощности, то есть своих лимитов. Следовательно, если вам сложно дистанцироваться, сказать нет, и если вы ощущаете, что вас поглощают, переполняют эмоции и ситуации других людей, то, возможно, у вас как раз есть вопрос с плохо обозначенными собственными границами. Поскольку вы ощущаете, что являетесь частью общего коллективного настроения, состояния, поведения, бессознательного. Вопрос дистанцирования возвращает к тому периоду детства, когда у ребенка происходит, либо не происходит обнаружение или создание пространства между мной и другим, между мной и окружающим миром, между мной и родителями. Дистанция, так же как и ее противоположность слияние, не обязательно являются физическими. Они могут звучать в словах, в жестах, в поведении, в посланиях бессознательных или просто к переходу к действию. Например, описывая похожих на нас людей, мы можем использовать конкретные детализирующие слова, что тем самым показывает, что их состояние нам близко, мы знаем, о чем их переживания. Но замечали ли вы, когда, говоря о чуждых нам проблемах, ситуациях, мы предпочитаем использовать более такие абстрактные понятия, как бы описать это в общих терминах, как будто то, что происходит, это с ними происходит, но я к этому не имею отношения. Это и есть пример вот этой вербальной дистанции, которую мы, не осознавая того, используем каждый день. Отстраниться значит мысленно, эмоционально, а иногда и физически эвакуироваться из жизни другого человека. А значит, эвакуировать свою ответственность за какие-то проблемы и ситуации. Ситуации, которые нам не под силу и которые мы просто не можем решить. Но у многих из нас возникает вопрос того, как себя отделить от этого общего. Поскольку сложность, особенно для нашей культуры, состоит в том, что мы все, ну, по крайней мере большинство, выходцы из постсоветского пространства, где все было общим, не только физическое пространство, но и состояние, психологическое состояние. И вот эти отклики, отголоски постсоветского пространства передавались от матери к дочери.
Дистанция на самом деле существует у каждого, но у многих она слабая и расплывчато очерченная. И ее как раз нужно укреплять и расширять. А это вопрос уже внутренней позиции. Насколько мы разделяем, где есть внешнее, а где мое личное внутреннее. И для многих из нас внешнее – это пациенты. Пациенты, которые приходят со своими проблемами. А внутреннее – это интроекты, через которые мы рассматриваем этого пациента. Через пациентов бессознательно транслируются наши отношения с интроектами. Интроекты, например, родительские фигуры, например, фигуры из нашего прошлого, близкие нам фигуры. И с ними как раз вот с этими интроектами, которые мы вынашиваем в себе, и не завершена связь. Представим ситуацию. Приходит пациент, в котором мы улавливаем близкую для нас связь, близкую динамику, близкую определенную, что-то в нас откликается. Но на самом деле то, что в нас откликается в этом пациенте, это какая-то связь из нашего прошлого. То есть это пациент, который в чем-то бессознательно или полусознательно напоминает нам фигуру из нашего прошлого. Но важный момент, внимание тут. Ни один из нас, никто, не проникается всеми людьми на этой планете. У каждого из нас будет существовать определенный пациент, тип пациента, к которому мы по-особенному проникаемся. Речь не о том, что мы не заботимся, мы заботимся о всех, но проникнуться мы можем каким-то конкретным типом. И вот это как раз наш внутренний интроект, который именно в нас откликается, который нам не дает спокойствия, а правильно ли я все сделал, а все ли в порядке. Когда такая ситуация происходит, что мы днями, а то, может быть, и неделями не можем отойти от ситуации, случившейся с одним из наших пациентов, это говорит только об одном, что мы находимся в перепутывании пациента с любимой фигурой, связь с которой до сих пор откликается в нас, то есть она не завершена. И об этой фигуре, об этой любимой фигуре из прошлого хочется заботиться, хочется нею проникаться и никогда не утрачивать. Поскольку невозможно утратить этот объект, эту связь, мы ее будем искать постоянно в тех фигурах, которые пересекают нашу жизнь, пытаясь найти что-то похожее. А пациент на самом деле нам только напомнил то, с кем отношения остались незавершенными. А в этих отношениях и любовь, и ненависть, и конфликт. Еще существует два других возможных способа посмотреть на ситуацию дистанции. Первый способ мы уже с вами рассмотрели, а второй – это когда на поверхность всплывает вопрос созависимости. То есть мы ментально зависимы от людей, которые находятся в ситуациях, когда их нужно спасать или где-то нужно жертвовать. Но у каждого такая ситуация своя. Например, кто-то находится в отношениях с партнером, который страдает психическими заболеваниями, кто-то алкоголик, кто-то зависим от азартных игр, кто-то переживает пищевые расстройства, эмоциональные расстройства. Да, но кто-то находится в отношениях с этим человеком, и кто-то поддерживает эту связь, он с этой связи не выходит. И тогда этот человек выполняет роль такой скорой помощи 24 часа в сутки, находясь при таком партнере, от которого нужно поддерживать, который якобы зависим от другого, но на самом деле этот другой зависим от того, чтобы находиться постоянно в ситуации спасания своего партнера. Да, поскольку именно у этого человека выработалась эта привычка
заботиться, спасать, реагировать, а значит и контролировать этого человека. То есть здесь тоже проигрывается способ созависимых отношений через возможность контроля, доминирования. Третий способ иногда чрезмерная опека проблемами других людей – это также способ убежать от взятия ответственности за свои собственные проблемы, за те обстоятельства, в которых мы оказались. Гораздо проще те ситуации